Добро пожаловать, генерал, в Generals Zero Hour. Карта Crazy Beach. На верхней точке Маракара генерал Принц Кассат, стелс армия Гла. На нижнем споте Team Step генерал Тау, ядерные войска Китая. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк, дизлайк, подписаться, бить в колокол. Поддержать выход новых видео донатом можно по ссылкам в описании. Маракар и Team Step будут сражаться за $120 призовых на карте Crazy Beach. Первая игра в рамках турнира финала vs Пролог. Кто-то из бойцов возьмет в копилку первую победу, а кто-то останется с нулем на счету. Кто возьмет этот бой, скоро узнаем. Начали! Маракар. Есть уже ресурсный центр, ставится казарма пока фейковая, есть фейковый военный завод, еще одна казарма настоящая, есть сапплай сверху. Разбегаются рабочие, естественно, позиционочка, мобильность Гла, это его главное, наверное, оружие. Что же касаемо Team Step, есть 3 сапплая, есть казарма и филд ставится, будем ждать Хеликса, я так полагаю, сейчас от нижнего бойца, разбегаются красногвардейцы, на карте есть 2 вышки. У каждого из бойцов в сумме их на карте 4, поэтому, конечно же, если вы хотите сразу же через захват, то это будет очень хороший такой буст к экономике каждому из бойцов. Красногвардеец направо пошел в домик, а здесь ставится норка. Ну, уже контроль этой самой норы. Поехала техничка вперед и пробивает красногвардеец. Team Step уже со старта захват здесь не задался. Кстати, есть еще по арт-платформе у каждого из бойцов тоже какая-никакая дозащита. Поехала техничка дальше, здесь подрывник, но есть Хеликс, подрывника отконтрит. А вот эта техничка, похоже, по всей видимости, идет за дозером. А тут, кстати, 2, причем рядом начинается настрел. Но куда-то побежали ракетчики, но вот наконец-то начинается стрельба. Но Хеликс ракетчиков отрабатывает, а тут подрывник и достает. Достает до дозера, один строитель сейчас у Team Step сливается, но Хеликс с гатлингом техничку тут должен отработать, она еще и с одним скрапом. Здесь лычки взял себе в повышениях Маракар на эти самые течи, и технички сливаются. Прибежал рабочий, поставил норку под вышку, ставится вторая, поехал квад и несколько ракетчиков здесь бегут, но есть Хеликс, должен по идее отработать этих юнитов, но не хватает. Не хватает хп, здесь квад, ракетчики, еще квад, угонщик добавляется. Хеликс падает, выходит еще один, ставится военный завод, дозер каленый, ракетчик пытается противостоять кваду, еще ракетчики и квад, напоминаю, вместе с угонщиком идут от Маракара, ставится норка, практически готова. Справа, кстати, здесь есть рабочий также остановился, а тем временем дозер уходит чиниться, военный завод, квад работает. По саппалтракам выходит Батлмастер. И неужели сейчас Маракар украдет у Team Step от дозера? Да! Кража! Кража строителя, учайно и каркас электростанции. Естественно, сейчас Гла будет строить намного быстрее. Спамить, естественно, он также будет юниты намного быстрее. Ну а Team Step остается просто сейчас без строителей. Но я не могу сказать, что все так уж плохо. Есть 3 сапплая, есть филд, есть военный завод, казарма. С 3 зданий можно спамить. Есть электростанция также, соответственно, есть энергия. Соответственно, спам не замедляется. Поехал тем временем, точнее полетел Хеликс направо, но нарвался здесь на квады, на ракетчика. Высели, кстати говоря, здесь из домика красногвардейца, и ракетчик туда садится. Я слышу захват, а это Маракар. Он захватил себе одну из вышек, сверху также вышку захватывает. Ну а Team Step тем временем разбирается с позициями Маракара, пробивает норы. Но Батлмастер потеряет, но ракетчиков хотя бы забрал. Вышел угонщик, и по всей видимости сейчас идет за Батлмастером. У Team Step будет забирать, да. У Team Step украл здесь БМ. Еще один угонщик уходит. И, возможно, даже сейчас еще и второй здесь заберет. Да, и второй Батлмастер закрывается, точнее забирается. Но летит Хеликс. Летит Хеликс. В Хеликсе есть ракетчики и норка. До свидания. Здесь Team Step разобрался. Но справа позиции. Справа позиция от Маракара БМ, пошел вперед, но там Хеликс. Хеликс с ракетчиками. До саппалтраков-то не добраться. Еще 2 БМа от Team Step. Ракетчики, по всей видимости, сейчас минусанутся. Пробивается рабочий. Нужно Хеликсам помогать. Здесь Ребель в стелсе стоит. Возможно, себе Маракар хочет и эту вышку забрать. Посмотрим в будущем, получится ли у него это сделать. Каркас стингер позиции здесь в стелсе, пока его не видно. Но 3 Хеликса уже есть на карте у Team Step. Пошел дракон вперед.
и Батлмастер. Ну а Ребель бежит под вышку. Захватит ли ее Маракар? Большой вопрос. Рабочий побежал достраивать Стингер позицию. Здесь также Маракар пытается осуществлять захват, и неужели также возьмет? Нет, есть Хеликсы. Есть Хеликсы, должны справляться. Электростанции, напоминаю это, есть у Маракара, отстроил. Бегая здесь ездит радарный фургон, и неужели все-таки захватит Стингер позицию, причем также отстроил здесь Маракар. Хеликсы летят на ликвидацию, но успевает Маракар захватить себе вышку, а значит со старта он получил себе в копилку 1000 баксов. Минус Стингер позиция, а здесь Батлмастер был, здесь танк дракон и еще один БМ, но похоже, что 2 юнита от подрывника здесь просто были уничтожены, не удалось вышку закрыть. Ну а тем временем, слушайте, стелсный Ребель-то бежит на базу к Тимстепу, возможно Маракар будет разведывать, а может даже и перехватывать, и Хеликсы врываются. Хеликсы врываются, Норку будет закрывать Тимстеп. Маракар вывел батлбас, загружает ракетчиков, есть уже дворец. Попытался построить здесь черный рынок, да не вышло. Хеликсы летают. Ложится военный завод, один Хеликс потерял. Хорошо работает. Очень хорошо. Военный завод минус. Пробивается сапплай минус. Казарма также закрывается, но потеря еще одного Хеликса, минус рабочий. 2 Хеликса были потеряны на этом залете, но половину базы Маракару здесь разбил. Тимстеп, ставится вновь военный завод, пока фейковый. Один из сапплаев уже отработал, но у Маракара есть еще вышка. И слева сапплай ставится, а здесь через угонщика, я так полагаю, да, вот, забрали Батлмастера, он под арт-платформой стоял. Справа также сапплай Маракар устанавливает, слева, напоминаю, сапплай также уже установлен. Этот можно продать, он не качает, но и на базе еще один есть, и вновь попытка. Вновь попытка, Тимстеп врывается. Практически закрыл здесь нору. БМ минус, работает Батлбаст, квады ракетчики, но еще один, кстати говоря, Хеликс был потерян. Дворец не пустой, а сколько там ракетчиков? 2 ракетчика там есть, плюс Батлбаст пытается помочь. Неужели сейчас еще один Хеликс будет потерян? Но нет, Батлбаст переворачивается. БМ работает по норе, но я думаю, что через Стингер Маракар этот Батлмастер-то закроет. Да, минус, Норка отстроится. Высаживается пехота. Тимстеп через пехоту наступает на дворец, будет пытаться его закрывать, но вот здесь не хватает Хеликса с пропагандой. Сильно не хватает на самом деле. Опять БМ заходит, 2 БМа. Под сапплай идут. Ну и дворец, до свидания. Дворец уничтожается, на пути военный завод, правда фейковый, но тем не менее все равно это деньги. Распродажа началась. Пробивается казарма. Хеликсы рядом здесь с пехотинцами. Казарма минус. Батлмастер, перехваченный Маракаром, идет. Плюс квады будут пытаться с пехотой здесь сражаться. Хеликс по-прежнему позади. Вот не хватает, очень не хватает Хеликса с пропагандой. Распродажа черного рынка, и под сапплай идет уже эта пехота. Очень много ракетчиков на самом деле, и много лычкованных, причем много с 3 лычками. Распродажа, но не успевает здесь Маракар распродаться. Рабочие уходят. Ну и все, мейн вынесен. Вот справа здесь перестраивается Маракар, но там только одна Норка. Стингер позиция закрывается, а вот и Хеликс с пропагандой наконец-то. Наконец-то он прилетел. Норка, все, закрыто. Ну и побежал Тимстеп своими пехотинцами добивать остатки позиций здесь. Сапплай и Норка от Маракара. Загружается часть пехоты в Хеликс. Есть, напоминаю еще раз, Хеликс с пропагандой. Подхиливаются сейчас все Хеликсы. Юниты пока встали. Маракар перестроился справа и пробивает дамбу. Напоминаю, что на этой карте, если дамбу разрушить, вода хлынет. И будут здесь все юниты от соперника, да и свои тоже будут просто уничтожены. Черный рынок есть, успел здесь Маракар его поставить, пока был жив дворец. Сапплай, все, осталось только одна Норка здесь на мейне. Весь мейн Тимстеп Маракар разбил. И, кстати, получил 4-й ранг, минус Батлмастер, который Маракар ранее перехватил. Получил Тимстеп 4-й ранг, толку от этого никакого, так как у Тимстепа нет строителя, он не построит командник, соответственно, у него не будет повышения. Ребель здесь стелсный стоит от Маракара, и забегает рабочий. Вот это интересно. Есть, кстати, танк дракон, где если Тимстеп видит этого рабочего, то должен его, естественно, ликвидировать. 2 Батлмастера. Ракетчики загружаются обратно в Хеликсы. И приехали саппалтраки на дальняк добывать. А что по ресурсам-то на базе у Тимстепа? Ну, 2 сапплая, все, он ничего не продает. Потому что чем больше сейчас у него зданий, тем, соответственно, больше шансов выиграть. Потому что нет строителей, ничего не отстроить. 1 сапплай еще качает. Здесь на доке осталось 4875. Ну и на дальняк. На дальняк катаются саппалтраки. И полетел, плюс поехал Тимстеп налево, сюда к Маракару. Но нарвался на квады, на Стингер.
и решил отступить. Один Хеликс практически, кстати говоря, потерял, но он выживает. Хеликс пропаганды, конечно, решает. Успел его, видимо, подхилить, но вот эту вышку либо перехватывать, либо ликвидировать. И норка отстроилась. Отстроил норку Маракар, поехал тут Бэтлмастер, надо рабочего, наверное, ликвидировать в первую очередь, чтобы еще больше нор здесь Маракар не дал. И Тимстеп может просто сейчас потерять электростанцию. Минус 2 квада. БМ потерян, ракетчики есть, и неужели все-таки потеря электростанции? Хеликсы возвращаются. Все, электростанция минус, спам замедляется. Пробивается нора, отмена постройки одной из нор. Маракар контролит момент. Ракетчики все полегли, и рабочий закрывается. Отбился Тимстеп, но с потерей Бэтлмастера и с потерей электростанции. Плохо. Тем временем перехват. Перехват вышки. Пробивает, кстати говоря, Маракар еще одну дамбу. И дамба, одна из них точно каленая. Вторую, я думаю, также Маракар подобьет. На всякий случай, если Тимстеп наспамит тех же БМов, там, драконов, то дамба рушится, юниты все уничтожаются, если, конечно, попадают тут под эту воду. Стоит стелсный ребель, и, по всей видимости, Маракар хочет себе еще одну вышку взять, но вот тут отбился Маракар. Забрал, причем, себе еще и Бэтлмастер, здесь вышка пока что живет. И захват арт-платформы Тимстеп контролирует, Маракару не дает этого сделать. И здесь также вышку захватить Маракару-то не дают. И вновь рабочий пытается забежать Тимстепу на базу. Здесь перестрелка Бэтлмастеров, и, по всей видимости, это в этот... Нет, не проиграет Тимстеп, у него есть Хеликсы. И Бэтлмастер минус, не дают построить норку. Полетели налево, Хеликсы будут вышку пробивать, по всей видимости. Да, вышка минус. Вышка минус, но вот Тимстеп свою берет. Наконец-то ему она сейчас очень нужна. У него ресурсы-то закончились на базе. Он теперь на дальняк ездит. Ну, хотя бы вышка еще будет с ресурсами, конечно. Тяжко нижнему бойцу. А у Маракара все достаточно, мне кажется, неплохо. 2 саплая у него качают. Плюс есть черный рынок. Вышки, правда, нет. Ликвидировали одну и вторую. Закрывается норка, которую все Маракар пытался отстроить. Наконец отстроил. Рабочего также закрывают. Саплтраки по-прежнему Тимстепа гоняют на дальняк. И строится дворец. Добавляется стингер позиция. Еще один стингер также ставится. Военный завод есть. И вышла армия. Вышла от Гла армия пробивать вышку Тимстепу. Хеликсы летят. Посмотрим, получится. Но нет. Нет, Тимстеп не рискует подойти. Много квадов с ракетчиками. Боится Тимстеп потерять свои юниты. Дракон пошел на правый фланг. Хеликсы летают по границам. Квад-то они ликвидируют. И рушится дамба. Рушится дамба. Дракон, естественно, я так понимаю. Нет. Дракон вроде бы как жив. Дракон уходит. Тут же есть такие как бы переградки. И вот здесь я, пожалуй, поставлю, ребята, реплей на паузу. Вот здесь разработчики этой карты ложанулись. И сделали таким образом, естественно, несознательно, что когда рушится дамба и вода хлынет на карту, уничтожаются не только наземные, но и воздушные юниты. И, соответственно, Тимстеп во время, скажем так, водосброса этого летел по этому каналу и потерял 4 своих Хеликса. Хеликсы падают. Да, понятно, у него есть тут 2 на базе, но с экономикой плохо. А здесь тем временем БМ перестреливает наземные юниты Тимстепа. Тимстеп явно был в замешательстве от этой ситуации и просто сдался. Нас разгромили. Маракар берет себе эту игру. По итогу, кстати говоря, Тимстеп все-таки проиграл Маракару со счетом 4-7. Но вот эту игру, мне кажется, нужно было переигрывать вообще на другой карте. Но никто не стал никаких переигровок делать, игра продолжилась, и в общей сложности Маракар выиграл Тимстепа со счетом 7-4. По итогу этот баг исправили, и вышла новая версия, уже 7-я этой карты под названием Crazy Beach. Ну а на сегодня это все. Если вам понравилось данное видео, то пишите комментарий, ставьте лайк, дизлайк, подписывайтесь на канал. С вами был Алекс General и Generals Zeraor.